Сегодня мы будем делать упражнения для правой руки, для развития техники смычка, для начинающих и не очень начинающих. Даже если вы прошли не только 4 урока до этого урока, а, допустим, занимались полгода или год, то все равно вы здесь можете найти для себя полезные упражнения. Тайминг по упражнениям под курсом в описании. И для того, чтобы начать наши упражнения, для начала мы разметим смычок. Если про разметку нот на грифе я говорила, что это не очень желательно, потому что это здесь не очень точно ноты отмечаются, наклейки сложно снимать, то за разметку смычка я голосую за. Да, двумя руками, потому что здесь как раз-таки, когда вы играете, вам не очень видно, где середина, где мы уже в нижней части находимся, а с отметками на начальном этапе это вы как раз-таки увидите более точно. Для начала мы определим середину его, померяем сантиметром, где середина волоса. В моем смычке рабочая длина волоса 64 сантиметра. Эту длину мы делим пополам. На 32 сантиметрах мы ставим здесь отметку одним цветом. Желательно сделать здесь какой-нибудь яркий цвет посередине, а здесь мы делим, как вы догадались уже, наверное, верхнюю половину еще раз пополам и нижнюю половину еще раз пополам. Мы разметили смычок, разделили на 4 равных части. На том уроке мы играли песенку «Мишка с куклой», и вы, наверное, заметили, что хотя бы уже выучили левую руку, да, и правой вы понимаете, что делать, но вместе как-то они совмещаются плохо. Их надо координировать, то есть смычок уползает на гриф или на подставочку уходит, задевает другие струны, да, надо пальцы в это время ставить на свои места, успевать слушать интонацию, еще это все в темпе. Это все вместе сложно, это сложно всем, да, не волнуйтесь, ни у кого не получается сразу вести по одной струне, четко-четко в ритме играть. Чтобы облегчить задачу, нужно часть вот этих всех заданий перевести в автоматический режим. В частности, вот смычок, чтобы шел автоматически, чтобы мы о нем не так сильно задумывались, о его движении, мы поделаем упражнения сейчас, которые помогут вот смычку просто ходить ровно, по одной струне, с хорошим звуком, да, чтобы мы могли уже думать только о левой руке. Первое упражнение будет довольно простое. Скрипка настроена. Помним, с первого урока мы всегда занимаемся на настроенной скрипке. Берем скрипку, да, проверяем, что мы ровненько стоим. И смычок, вспоминаем тоже кругленькие все пальцы, большой снизу кругленький, да, указательный, мизинец отдельно, второй, третий лежат. Пока помогаем левой рукой себе и ставим смычок на серединку, прямо вот на эту отметочку, на ре-струну. Здесь мизинец нам в этом упражнении в первом самом не нужен. Он может висеть, может, если вам удобнее касаться, можете касаться смычка. Проверяйте, большой палец не должен быть вот таким прямым, должен быть кругленьким. Ставим смычок примерно на середину между подставочкой и грифом. Первое правило – по одной точке на струне, второе правило – параллельно подставке. Поставили. И теперь считаем сразу. Считаем пока так. Раз, и два, и доводим. То есть каждый у нас раз, и можем добавлять два, и раз, и это одна часть, да, вот эта отметка смычка. Раз. Поехали вверх 3 и опять вниз 4 и. А теперь вверх то же самое. Раз и 2 и 3 и 4 и вот так поиграем. Сейчас давайте еще пару раз на ре-струне. Давайте вместе со мной. Раз и 2 и 3 и 4 и раз. Смычок шел параллельно подставке на одной точке на струне и так ровненько, красивым звуком. Хорошо, отлично. Теперь мы переходим на ля струну и играем то же самое. Ля это вторая струна, ре это третья. На ля струне. Раз, и 2, и 3, и 4, и раз, и 2, и 3, и 4. На всех струнах вы заметите, что здесь немножечко есть элемент такой, что
выдержка нужна. Да, на всех струнах ровненько-ровненько, без всяких колебаний. Это все, то есть держать звук, держать осанку, не передавливать, не пережимать. Поэтому давайте потренируемся еще на ми струне. Раз, два, три, четыре. Раз, и два, и три, и четыре. И так играем несколько раз. Три, четыре, и раз, и два. И я с вами вместе потренируюсь. И осталась струна соль. Да, можем вот так вот незаметно заодно потренироваться и переводить смычок с одной струны на другую. Почти беззвучно. И еще здесь вы заметите, что когда вы переводите с одной струны, вот, допустим, с миноры на соль, с первой на четвертую, это занимает довольно большое расстояние. Да? Об этом я буду говорить позже, но это надо иметь в виду всегда, что вы переводите с одной струны на другую, это занимает вот между струной и другой струной примерно сантиметр. Перевели на соль, и то же самое от серединки. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и тоже раз, и два, три хотя бы по одной точке. Дальше, второе упражнение, оно точно такое же, как первое, только мы смещаемся на вот эту отметку. И играем от первой отметки до третьей. Да. И также начинаем с ре струны на одной точке на струне, параллельно подставке красивым звуком. Здесь смычок немножко уже тяжелее, и, возможно, у вас будет вот такой скрип в начале. Чтобы его не было, надо почувствовать вообще смычок в продолжении руки. Мы его должны научиться чувствовать, вот даже его самый последний миллиметр, как будто это наш пальчик. Должны чувствовать везде, вот как шпагой там, не знаю, вот эти люди, спортсмены борются, они же должны владеть, да, владеть смычком, так и говорится, владеть смычком как своей рукой. Итак, мы немножечко здесь должны вес смычка больше взять в руку. Проверяем, все пальцы кругленькие, здесь нам поможет мизинец, он уже начинает уравновешивать немножко вес смычка. То есть он всегда у нас вот в таком положении, да, я рассказывала уже на втором уроке, как мы держим смычок, он здесь начинает немножко работать. Итак, стараемся без скрипа, да, мягко повести. На ре струне то же самое упражнение. Раз, и два, и три, и четыре. Раз, и два, и три, и четыре. И можете это делать немножко медленнее, если вам удобнее так медленнее. Хорошо. И то же самое ля струна. Вот, на каждой струне будет свой вес смычка требоваться. То есть, если на ля мы как на соль начнем с таким же весом, она будет скрипеть. То есть, здесь вот уже приноравливаемся, прислушиваемся к звуку, прислушиваемся к своим мышцам. И также замечаем, что у нас на каждой струне свое положение плеча. Это плечо, да, это предплечье мы называем. Есть такое, ну, как бы, может быть, немножко смешная проверка, когда мы на ре струне кладем вот на это наше листик и проверяем. На ре струне положение вот такой листик не должен упасть. На ля он еще тоже не падает, но уже может упасть. На ми он уже должен упасть по-любому, да? А на струне соль он скорее упадет у вас в эту сторону. Вот примерно такое у нас положение плеча, локтя. На ре струне мы сыграли, да, на ля струне играем это же упражнение. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. И на ми то же самое. И раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. И на соль. Раз. Третье упражнение. Теперь мы поиграем это у колодочки. Ставим у колодочки, здесь будет смычок еще больше скрипеть, поэтому мы постепенно к колодочке подбирались. Можем сделать вот такое движение перед тем, как начать, чтобы
почувствовать, насколько смычок тяжелый. И здесь мы не ставим всем весом смычок, не опираем на струну, а немножечко его держим в руке. И поехали. Раз, будет удобнее сразу повести вам смычок, не со струны начинать, а с воздуха. Попробуйте и так, и так. Вообще, чем больше вы пробуете, тренируетесь, тем лучше получится. Я сейчас со струны покажу ми еще раз. Раз, и два, и три, и четыре, и на соль струне. Ставим смычок на серединку и начинаем вести его маленькими такими зигзагообразными движениями вниз, вверх. Расширяем до целого смычка и начинаем сужать. При этом следим за всем тем же самым. Следим за тем, чтобы он шел параллельной подставке по одной точке на струне, да? Расширили, сузили и еще разочек также. И потом на другой струне также на ля. Здесь уже почувствовали, что при разных сменах в разных местах сложнее его контролировать, да, вот это полезное упражнение. Теперь мы что-то все играем на одной струне, сейчас попробуем играть на двух струнах. Начинаем на паре струн ре-ля, от колодочки играем, я называю это змейкой. То есть вот по этим отметкам смотрим, между двумя отметками играем две струны, то есть меняем смычок. Начинаем ре-ля. Может быть, сразу у вас не получится вот так 8 нот играть, скорее всего, да? Тогда хотя бы на одной отметке, на каждой отметке меняем струну, да? Давайте попробуем для начала. Вот. Одна струна на отметке меняем. Одна струна на отметке меняем. И вверх обычно все люди хотят начать с этой же струны. Но нет, мы будем менять в конце смычка тоже струну. Здесь то же самое, не с этой же струны мы начинаем, а начинаем со следующей струны. Все время начинаем, да, с ре. Опять ре, ля. Так бы, если вы меняете каждый раз у конца колодочки струну, это как более эффективное упражнение. Следующая пара струн то же самое. Начинаем с ля вниз. И опять ля. И так вот делаем на всех струнах соль-ре, 3 пары струн у нас, тоже по сколько вот у вас есть времени, да, желательно 5-6 смычков, вот так. И когда вы научились уже делать, то чем больше смен, тем лучше, то есть тренируемся уже. Ну что, подустали немножко? Хотя это были простые упражнения. Сейчас у нас будет группа сложных упражнений, еще 3. Но перед этим история. Маша спрашивает маму: «Мама, а почему, когда я пою, ты все время стоишь у окна?» А мама отвечает: «Ну, доченька, я просто не хочу, чтобы соседи подумали, что я тебя бью». Вот чтобы не был звук, как у Маши, да, мы сейчас еще 3 упражнения получим. На ре-струне сейчас мы будем играть у колодочки. Сначала попробуйте рисовать такой как бы кружочек. Тут примерно 4-5 сантиметров. Да, играем с воздуха. Спокойно. Это легче играть так. И все норовят всегда вот так играть. Нет, трудность в том, чтобы провести звук. Ну
но не слишком длинный, чтобы не уходить даже до первой метки мы не доходим. Это у самой-самой колодочки. Вот тут часто волосы такие уже желтые, да? Но нам надо начать, как только вот звучит смычок. Вот отсюда мы начинаем. И не доводим до первой отметки. И сначала вы будете делать это с помощью плеча, и это нормально. Плечо и локоть, да? На всех струнах. По нескольку раз. Но упражнение заключается в том, что сейчас, когда вы попробовали, мы поделаем это так. Теперь мы поделаем это так. Держим, скрипку держим головой, шеей, вот этой всей частью, да. Левой рукой держим свою руку, сгибаем все пальцы и разгибаем. И делаем вот это вот только пальчиками. Тренируем силу пальцев своих. Пальцы нам очень-очень нужны. Они очень важны для звука, для правой руки. И вот так вот, чтобы пальцы разогнуть, да, надо их все сначала согнуть. Помним об этом. И на всех струнах раз по 5, 6. И потом второе упражнение, оно как бы то же самое, но на самом деле другое. Теперь мы делаем это же вверх смычком. Тоже сначала с помощью всей руки. Да, по нескольку раз, а потом берем свою руку в руку, руки в руки. Или можете следить очень внимательно, чтобы ваша вот эта часть руки, ни предплечье, ни плечо не шевелились. И делаем то же самое пальчиками. Мизинчик здесь начнет гореть и болеть, и скажет: нет, нет, я не хочу больше играть на скрипке, мне больно, мне неприятно. Положи этот смычок. Вы кладете смычок, даете мизинчику отдохнуть, смотрите, чтобы он там был не совсем красный, да, и через 5 минут продолжаете. Тут очень, конечно, много чего можно задеть. Можно задеть среднюю струну, задеть корпус. Ну вот так мы пальчики наши разрабатываем. И еще одно довольно сложное упражнение. Играем также на ре-струне от колодочки, маленький смычок. И от конца. Те же вот 4-5 сантиметров у самой-самой колодочки и у самого конца. Здесь, если вы будете играть медленно, аккуратно и нести вот так смычок, это будет очень тяжело. Да? Здесь именно фишка в том, чтобы это сделать на скорости. Тренировать вот правильное движение. Это обычно упражнение нравится ученикам, оно такое какое-то на баланс, на гравитацию. Да, я думаю, что вам тоже понравится. Общие правила еще раз. Слушаем звук. Понятно, да? Следим за большим пальцем, чтобы он у нас не был прямым. Следим за мизинцем, чтобы он тоже не был прямым. Следим, чтобы смычок шел по одной точке на струне, не елозил. Чтобы он шел в это же время параллельно подставке, не уходил ни за голову, ни сюда. И вообще очень хорошо это все поиграть перед зеркалом, все эти упражнения. Зеркало тут просто ваш помощник. Старайтесь не смотреть вот сюда, вот сюда. Да, старайтесь смотреть в зеркало на себя как можно больше. Вообще мы играем, да, я уже говорила, что мы играем не глядя. Мы смотрим ноты или на дирижера, или там балдеем, просто в небо смотрим. Сюда на пальцы мы очень редко смотрим, когда какие-то сложные вещи. В принципе, это не обязательно, да. И поиграйте перед зеркалом, поиграйте в темноте. В темноте очень хорошо слух ваш включается всегда. То есть вы не видите ничего, как у слепых людей. У них хорошо развит слух. В следующем уроке мы будем разбирать песенку, использовать все эти навыки. И подписывайтесь на мой инстаграм, пишите в комментариях вопросы. Вот, в следующем уроке будет розыгрыш опять. Так что до встречи!
И даже если вы сегодня много занимаетесь, не значит, что вы вот вечером прям без скрипа начнете играть. Скорее всего, это должно отложиться там в подсознании. И пару дней надо, чтобы там все улеглось по полочкам.